Всем привет! Сегодня мы вам расскажем о том, что даже те, кто отвечают за соблюдение порядка, сами очень часто его же и нарушают, получая за это очень суровые наказания. Эрик де Вулканер – бывший офицер полиции Канзас-Сити, которого арестовали за убийство невинного человека по имени Кэмерон Лэм. В день инцидента Кэмерон поругался со своей девушкой. Конфликт перерос едва ли не в драку, и в результате девушка покинула дом на машине. Кэмерон последовал за ней на своем грузовике. В это время полиция расследовала аварию, и с вертолета офицеры заметили красный пикап, который преследовал фиолетовый Ford Mustang. Эрик и его партнер Трой Швам были поблизости и последовали за пикапом Кэмерона. Вскоре они увидели, как он парковался в гараже своего дома. Детективы, которые были членами отдела по борьбе с насильственными преступлениями, а также их предотвращению, проникли на частную территорию без разрешения и без ордера. Оба мужчины были в обычной одежде, не считая накинутого поверх полицейского жилета. Зайдя во двор к Кэмерону, они даже не представились. Вулканер направил свое табельное оружие на Роберту Меррит, которая жила с Кэмероном. После он приказал Лэмбу выключить двигатель и выйти из пикапа. Однако прежде чем мужчина понял, что происходит, Эрик закричал, что у него есть пистолет, и сделал 4 выстрела подряд. Стрельба произошла в течение 9 секунд после того, как детективы прибыли во двор перед домом Лэмба. Эрик был признан виновным и приговорен к 3 годам тюрьмы. Отчим убитого Кэмерона в заявлении для журналистов сказал, что надеется, что приговор к тюремному заключению заставит полицейских задуматься о злоупотреблении своими полномочиями. Следующий в списке неблагочестивых – Майкл Дотро. Мужчина был офицером полиции в городке Эдисон, штат Нью-Джерси. Он совершил несколько преступлений, среди которых особо выделяются заговор, поджоги и преследование. Сейчас расскажем обо всем поподробнее. В 2013 году у Дотро были разногласия с вышестоящим офицером. И в конце концов он поджег дом неприятеля. На момент совершения преступления семья офицера, включая 2 маленьких детей, находились внутри дома. К счастью, всех успели вовремя эвакуировать, и никто не пострадал. Но это далеко не единственный грех Дотро. Майкл пытался сжечь дом еще одного полицейского, в котором он видел своего соперника. В дополнение к поджогам, Дотро был также обвинен в заговоре с целью совершения служебного проступка. Дело в том, что полицейский использовал ресурсы полиции, чтобы получить доступ к информации о лицах, участвовавших в судебном процессе против него. И без того печальное положение Дотро усугубилось еще и тем, что он начал преследовать свою бывшую подругу, делая о ней ложные полицейские отчеты. Мужчина использовал свое положение офицера полиции, чтобы запугивать девушку, и даже установил трекер на ее машину, чтобы знать, где она находится. Майклу было предъявлено обвинение в преследовании, фальсификации полицейского отчета и краже компьютера. В 2017 году Дотро признал себя виновным в поджоге с расчетом на то, что в обмен на его заявление о признании вины по одному из пунктов прокуроры снимут с него остальные обвинения. В итоге Дотро приговорили к 20 годам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение. По крайней мере до тех пор, пока он не отсидит не менее 17 лет. Сержант Уэйн Дженкинс и другие члены элитного подразделения под названием «Оперативная группа по отслеживанию оружия» считаются одними из самых коррумпированных полицейских в истории Балтимора. Дженкинс был главой этой группы, и под его руководством подразделения вместо того, чтобы убирать незаконное оружие с улиц, крали снаряжение у наркоторговцев, подбрасывая ложные доказательства, а затем перепродавали его. В январе 2018 года 37-летний главарь Дженкинс признал себя виновным по обвинению в грабеже, рэкете и нарушении гражданских прав, связанных с подбрасыванием незаконных веществ 2 мужчинам еще в 2010 году. Окружной судья США Кэтрин С. Блейк приговорила его к 25 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, сказав, что полицейский отравлял общество вместо того, чтобы его защищать. В суде во время вынесения приговора Дженкинс заплакал, извинился и сказал: «Мне очень жаль, Ваша честь, и жаль граждан Балтимора. Я знаю, что это моя вина. Я знаю, что должен понести наказание за совершенные преступления». Дженкинс также отдельно принес извинения семье Альберта Дэвиса, мужчины, который погиб в автомобильной погоне, начатой Дженкинсом и 2 другими офицерами. Позже выяснилось, что в автомобиль были подброшены незаконные вещества, чтобы оправдать полицейскую погоню, которая изначально не должно было случиться. Другие члены оперативной группы также были осуждены по федеральным обвинениям. Рой Оливер был офицером полиции в Техасе в метроплексе Даллас-Форт Уэрт.
Он нередко злоупотреблял своими полномочиями, однако внимание привлек случай, который произошел 5 мая 2017 года. В тот день Оливер ответил на звонок 911. На другом конце телефона сообщили о некоторой вечеринке, на которой присутствовало около 100 человек. Из них несколько несовершеннолетних подростков, разгуливающих по улице в пьяном виде. Прибыв на место, офицеры якобы услышали выстрел из оружия, который вызвал панику среди толпы. После этого Рой выстрелил 3 раза в проезжавший автомобиль и попал в 15-летнего афроамериканца Джордана Эдвардса, который ехал на переднем пассажирском сидении. В результате перестрелки мальчик погиб. В момент столкновения также пострадали 2 его братьев и друзей. В свое оправдание Рой утверждал, что автомобиль с подростками ехал задним ходом навстречу полицейской машине в агрессивной манере. Однако после просмотра записи с камеры начальник полиции Джонатан Хабер выяснил, что на самом деле машина двигалась не к офицерам, а от них. В результате этого инцидента, сразу же после того, как Оливер был отправлен в административный отпуск, он был уволен из полиции. Шеф Хабер в своем заявлении сказал, что поведение Роя Оливера не соответствовало основным ценностям полицейского управления. В мае 2017 года окружная прокуратура округа Даллас предъявила Оливеру обвинение. Был выдан ордер на его арест. Однако позже мужчина был освобожден после внесения залога в $300 тысяч. Его суд дважды откладывался, и лишь в августе 2018 года его признали виновным в лишении жизни Эдварда и приговорили к 15 годам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение до 2026 года. 20 лет назад американский прокурор назвал этого бывшего офицера полиции Чикаго самым коррумпированным полицейским. Джозефу Медзановски сейчас 69 лет, и он все еще сидит в тюрьме. А ведь начиналось все красиво. За 22 года службы в полиции Джозеф проявил себя как настоящий профессионал и получил 59 наград за доблесть и отвагу. Его считали героем и публично ценили за ошеломляющее количество арестов с запрещенными веществами и оружием. Однако ни его подразделение, ни жители города не подозревали, что пока они боготворили отважного на вид мужчину, тот без зазрения совести раскрывал личности своих работающих под прикрытием коллег главарям преступного мира, защищал нелегальные организации и поставлял членам банд боеприпасы и запрещенные вещества. Как выяснилось позже, полицейский на протяжении всей своей профессиональной карьеры связывался с различными членами банд, а также другими коррумпированными полицейскими. В 2001 году он был осужден за продажу запрещенных веществ и сдачу имен полицейских под прикрытием членам банд. Его жена и 2 детей присутствовали во время судебного разбирательства и были в шоке от такого поворота событий. Ведь Джозеф всегда казался порядочным человеком и примером для подражания. Осуждены были и 4 других преступников, которые принимали участие в незаконной деятельности Джозефа Медзановски. На скамье подсудимых экс-полицейский потребовал смягчения приговора в соответствии с законом, который был подписан тогдашним президентом Дональдом Трампом еще в 2018 году. Однако федеральный судья отказал ему, заявив, что мужчина вел двойную жизнь и сумел обмануть даже самых близких ему людей. И хотя адвокаты полицейского утверждали, что он просто использовал неортодоксальные методы расследования преступлений уличных банд и что на самом деле он был добросовестным офицером, Джозеф был приговорен к пожизненному заключению. Закари Вестер был бывшим заместителем шерифа округа Джексон в штате Флорида. Долгое время на мужчину не обращали внимания. Он казался обычным сотрудником, выполняющим свою работу. Однако в 2018 году подозрительно странное поведение Вестера привело к тому, что началось расследование. Дело в том, что прокурор округа Джексон заметил нарушение в одном из принесенных в суд дел и обратился за помощью в Департамент правоохранительных органов Флориды. После некоторых наблюдений следствие выяснило, что заместитель шерифа злоупотреблял своими полномочиями вот уже на протяжении нескольких лет. В конечном итоге мужчину арестовали и осудили по многочисленным обвинениям. Согласно расследованию, Вестер регулярно проводил незаконные обыски транспортных средств во время остановок и подбрасывал автомобилистам наркотики или другую контрабанду. После этого он арестовывал автомобилистов по ложным обвинениям. Иногда Вестер шел дальше и крал деньги и другие ценные вещи из машин невинных граждан. Из того, что было известно полиции, Закари ошибочно арестовывал автомобилистов не менее чем в 12 случаях. Также был случай, когда Вестер арестовал некого мужчину, потому что обнаружил в его грузовике шприц, однако никакого намека на наркотики при этом не было.
Вестер был уволен с должности заместителя шерифа, а в июле 2020 года он был арестован и обвинен в многочисленных преступлениях, включая рэкет, неправомерные действия официальных лиц, фабрикацию ложных доказательств и хранение наркотиков. За длинный список преступлений мужчину приговорили к 12 годам тюремного заключения. Более того, судья приказал ему выплатить реституцию всем жертвам. Дерек Стаффорд – бывший заместитель начальника полиции города Марксвилл, который был причастен к ужасному преступлению. Но обо всем по порядку. Все началось с того, что в ночь на 3 ноября 2015 года офицеры Дерек Стаффорд и Норрис Гринхаус пытались остановить автомобиль, которым управлял Кристофер Фью. На переднем пассажирском сиденье сидел сын Кристофера, Джереми Мардис. После того, как Фью и его девушка Меган Диксон поссорились в баре, они поехали домой на разных машинах. Она сообщила, что видела, как Фью проезжал мимо, а за ним следовали 2 офицера на полицейской машине. Стаффорд и Гринхаус включили проблесковый маячок, однако, несмотря на это, Кристофер Фью так и не остановился. Автомобильная погоня продолжалась некоторое время и закончилась лишь когда Фью проехал 2 мили и оказался в тупике на улице возле входа в государственное историческое здание Марксвилля. Полицейские выпустили в автомобиль 18 пуль. В результате 2-летний сын Фью, Джереми, погиб. При этом происшествие было записано на нательную полицейскую камеру. Вскоре после этого началось расследование инцидента. За дело взялся судья Уильям Беннет из судебного окружного суда Луизианы. Во время судебного разбирательства Стаффорд и Гринхаус оставались под домашним арестом до тех пор, пока присяжные не признали полицейских виновными. Стаффорда, чьи выстрелы и убили ребенка, приговорили к 40 годам тюремного заключения. Гринхауса признали виновным в убийстве по неосторожности и приговорили к 7 годам лишения свободы. Уэйн Казенс – бывший офицер лондонской полиции. Работавший в силовых структурах мужчина превосходит всех, о ком сегодня говорили. Сейчас расскажем почему. В течение почти 10 лет Уэйн был членом парламентской и дипломатической защиты. Однако свои полномочия он использовал вовсе не для того, чтобы делать жизнь в городе спокойнее. Вместо этого он совершал ужасные преступления против уязвимых женщин. В марте 2021 года Казенс был осужден за похищение, сексуальное насилие и убийство Сары Эверетт. Похищение произошло поздно вечером, когда Эверетт шла домой из дома подруги в Южном Лондоне. Позже полиция нашла девушку в лесу в графстве Кент. После некоторого расследования Казенса арестовали. Во время суда, который состоялся в сентябре и октябре 2021 года, бывший полицейский признал себя виновным по всем 3 обвинениям против него. Более того, он подробно рассказал в суде, как использовал свою полицейскую подготовку и оборудование, включая наручники и полицейское удостоверение личности, чтобы похитить Эверетт. Он также признался в том, что изнасиловал девушку, а после убил. При этом мужчина не испытывал каких-либо мук совести и даже не прослезился. Уэйн был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме. Сотрудники правоохранительных органов – люди, которые остаются верными своей клятве и никогда не уклоняются от того, чтобы рисковать своей жизнью в борьбе с преступностью. Однако некоторые все же выбирают путь коррупции и, более того, сознательно вредят людям, которых пообещали защищать. К счастью, это лишь исключение из правил. На этом у нас все. Всем хорошего настроения и до следующего видео.